Полноразмерные наушники, которые могут воспроизводить музыку на протяжении 123 часов, также они имеют гибридное активное шумоподавление до 35 дБ, режим прозрачности, стильный дизайн, качественные материалы, отличное звучание с сертификацией Hi-Res, возможность работы как по Bluetooth соединению, так и по кабелю. И обо всем этом я прочел, разумеется, в рекламе к наушникам под названием SoundPeat Space. Но как же на самом деле дела обстоят у этой модельки, я сейчас вам, как всегда, подробно расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в неплохо оформленной коробке из плотного картона с названием, краткими характеристиками и изображением модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сами наушники, краткое руководство, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и кабель мини-джек на 3,5 мм. Качество кабельного хозяйства, конечно, не лучшее, но учитывая стоимость, спасибо, что оно вообще есть. Но вот обычного мешочка для транспортировки нет, хотя хотелось бы. Вес наушников 264 грамма, габариты амбушюр по внутренним частям 37 на 63 мм. В целом очень даже хорошо. Как для полноразмерных наушников, вообще по мне отлично. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Переходим к, собственно, телу обзора. Приобрести SoundPeat Space можно в белой, черной и бежевой расцветке. Большая часть корпуса данной модели выполнена из матового пластика, а в оголовье установлена металлическая дужка. Необычное решение сделать верхнюю часть оголовья из ткани. Выглядит это дело привлекательно, но неизвестно, насколько практично. В любом случае, за время моего использования наушники не потеряли презентабельный внешний вид, а я их тестирую больше месяца. Глянцевых деталей в дизайне нет, корпус не марки, да и качество материалов, учитывая стоимость, отличное, что можно сказать и про сборку. Я бы даже сказал, что данная модель собрана лучше, чем большинство более дорогих полноразмерных наушников. Дизайн устройства тоже является одним из плюсов, так как выглядят наушники аккуратно и стильно. Далее, амбушюры качественные, с хорошим эффектом памяти. Ко всему они легко снимаются, что позволяет их заменить в случае, если они придут в непригодность. Оголовье довольно мягкое, при длительном прослушивании музыки дискомфорта я не ощутил, с головы просто так наушники не слетают. Но, конечно, спортом в них особо не позанимаешься. Ко всему, вентиляция не лучшая, что я встречал, уши потеют при активности. На шее они не мешаются, посадка данной модели хорошая, амбушюры не давят, а пассивная шумоизоляция средняя. Плюс за то, что выбранный размер уверенно фиксируется. К слову, регулировка размера происходит за счет 11-ступенчатой системы. Всем можно подобрать свой размер. Чашки складываются, что позволяет без особых проблем носить их в рюкзаке и не только. Далее, на самих наушниках можно заметить маркировку Left и Right во внутренних частях чашек, LED-индикаторы, разъем Type-C для зарядки, мини-джек на 3,5 мм, 4 микрофона в общей сумме и механические кнопки для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, включение игрового режима и переключение между режимами шумоподавления. На нажатие наушники откликаются моментально, команды сопровождаются системными звуками, и озвучивание здесь происходит женским голосом на английском языке. Переназначить команды, к сожалению, нет возможности. Летим дальше. Оснащены наушники стандартно 40-мм динамическими драйверами. Имеется сертификация Hi-Res Audio Wireless, активное гибридное шумоподавление до 35 дБ на борту, как и функция прозрачности. ANC отрабатывает хорошо, конечно, его мало для того, чтобы заглушить громкий шум, но в целом в паре с пассивной шумоизоляцией наушники дают возможность прослушивать музыку даже в шумных местах. Отмечу, что ANC слегка ухудшает качество звучания, а также я не нашел режимы для ANC, хотя у некоторых пользователей ANC имеет два режима работы. Магия электронов. Очень странно. Функция прозрачности не раздражающая, и пользоваться ей на улице для разговора с собеседником в целом можно. Заряд наушников в шторке отображается, что стандартно при включении наушников автоматически они подключаются к ранее сопряженному устройству. Все как у всех. Мультипоинт до двух устройств на борту, что удобно, но вот датчиков автопаузы нет, что неудивительно. Емкость аккумулятора наушников невероятные 1000 мАч. Полный цикл зарядки наушников занимает 2 часа 25 минут. Производитель заявляет, что данная модель может отыграть до 123 часов с выключенным ANC, а с включенным до 66 часов. В моем случае они отыграли с кодеком AAC на 105 часов, что не совсем близко с заявлением производителя по автономности работы, но, как по мне, это тоже отличный результат. Напоминаю, что все это было на 75% громкости. Ко всему, быстрая зарядка в течение 10 минут дает около 9-10 часов прослушивания музыки. Минус отдельный за то, что я не нашел автоматического выключения, это плохо. Может, где-то допилит со следующими реинкарнациями этой же модели, но пока так. А водонепроницаемости наушников информации, разумеется, нет, так что не советую в них прогуливаться под дождем. Вспоминаем еще элементы из ткани, да? Для полноценного использования нужно установить приложение SoundPeats. На главной странице с подключенными наушниками есть 3 основные вкладки. Это вкладка, где можно найти ползунок регулировки громкости, адаптивный эквалайзер с простой настройкой, но лично меня он не впечатлил,
впечатлил, так как звук после его настройки мне не подошел. Далее есть 9 предустановок, настроены они неплохо и в целом можно их использовать. Но круто, что есть кастомный эквалайзер, на который наушники откликаются, но не совсем корректно. В любом случае, слегка персонализировать звучание можно. Также в приложении можно переключить режимы шумоподавления, включить-выключить игровой режим и мультипоинт. Во второй вкладке можно посмотреть заряд наушников, а в третьей вкладке посмотреть продукцию от SoundPeats. Все как всегда. Bluetooth версии 5.3, напоминаю, что в основном сейчас пихают уже 5.4 во флагманы. Из кодеков на борту только AAC и SBC, через две стены наушники от смартфона не отваливались и фризов не было. Задержка на YouTube незаметна, но помним, сам YouTube это дело поддерживает. В играх задержка с включенным игровым режимом приемлемая, играть достаточно комфортно. Но, разумеется, заявленных 65 миллисекунд мы не имеем. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением ENC, передача звука во время разговора кажется приглушенной, голос искажается, да и перегруз заметный. Но с другой стороны, ничего другого и не стоило ожидать от подобных микрофонов в этой ценовой категории. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников SoundPeats Space. И, разумеется, они не супер крутые, с одной стороны, с другой стороны, для того, чтобы поговорить в помещении, в принципе, вам этого дела должно хватить. Если говорить в целом, достойны ли у них микрофоны или нет, то решать, разумеется, всегда вам. На улице при ветре не особо приятно разговаривать. И всегда помню, что лучшие микрофоны у вашего смартфона. Звучание. Сразу отмечу, что по кабелю звучание меня не особо впечатлило, а вот звук по Bluetooth более полноценный и приятный. Если использовать кабель, то наушники отключаются, и, разумеется, ANC использовать нельзя. Запас громкости есть, мне хватает около 65% громкости для повседневного использования наушников. Общая характеристика звука следующая. Неплохо сбалансированный звук с акцентом на низкие частоты. По частотам мы имеем хорошо проработанную середину и отчетливо высокие частоты. Бас мощный, инструментал различим, сцена довольно широкая, вокал как женский, так и мужской звучит приятно. За свою стоимость звучание в данной модели также является плюсом. Но только по Bluetooth соединению. По кабелю звук по мне подкачал. И он однозначно понравится не каждому. Минусы: нет автоматического выключения, нет датчиков автопаузы, нет возможности настроить команды для управления, звук по кабелю на любителя, мягко скажем, нет мешочка или футляра для переноски, а также в плане посадки есть один нюанс. Они имеют повышенную силу зажима, и, возможно, это мой экземпляр такой. В любом случае их нужно примерять. На мою же голову они сели комфортно. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Там много всегда интересного и полезного с разных площадок. Самые вкусные цены я туда закидываю. Тем более, я же сам покупаю эти все штуковины. Скажем так, на процентов так 95 на канале. Поэтому где что нахожу, сразу туда кидаю. Мой личный телеграм-канал, где мы делимся мнениями о железках в режиме реального времени, когда тестируем. И телеграм-канал взаимопомощи. Нас там 17 тысяч человек. Придете с вопросом, вам помогут. Хотя лучше пользоваться поиском. Там уже столько вопросов было. Прям ух. Резюмирую. SoundPeats Space — это отличные полноразмерные наушники в этой ценовой категории. На данный момент, честно говоря, даже не встречал более качественных наушников в плане сборки и материалов. Но мне не кажется, что они будут долговечно. По звуку можно найти наушники лучше. Опять же, здесь вкусовщина, но и там уже танцы идут от цены. Нет ведь кодеков высокой четкости, и ничего здесь не попишешь, правильно? От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.